Так, ребята, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы. Значит, сегодня будет обзор на героя месяца сентябрь 25 года. Имхотеп. Имхотеп, опять древнеегипетское божество сыграли разрабы. Значит, желтая пятерка. Приходит с миром. Главное, чтобы с миром и не ушел потом. Значит, что у нас есть? У нас есть сила 820, норм пойдет. Есть, ребята, очень хороший класс у МХТП. Это чародей школа мастерства знаний. То есть он имеет шанс срезать набор маны врагу на 50% на 2 хода. Это очень прикольно стать им. Есть врожденная способность на сопротивление срезу атаки. Это тоже очень прикольно, потому что будет бить всегда в полную силу. Хорош, неплохо. И есть пассивка божественное исцеление. Когда этот герой получает урон от особого навыка, у него есть 50% шанс исцелить себя на 20% от своего максимального здоровья. То есть получается, что у нас очень большой шанс после каждого вражеского ульта в нашу сторону самому подхиливаться. Максимально профитно это будет в случае, если будут вражеские массовики ультить, потому что урон там будет заходить не очень большой, а Имхотеп будет лечиться неплохо вполне себе. И очень часто, как показывает практика, вот эти 50% это реально 50%. То есть очень часто лечится. А вот надо ли оно ему, не знаю. Посмотрим. Ребят, по статам. 801 атака, 741 броня, 1474 количество жизней. Хорошие показатели по атаке. Это неплохо. Это очень даже неплохо. Герой бьющий. И для него это ок. Для него это ок. Качать по эмблемам. Куда вопрос, не знаю, стоит ли вообще. Можно сказать просто, что не тратьте на него эмблемы, но это было бы слишком, наверное, не знаю, без уважения, что ли, к герою. Вдруг, ребят, вы будете им играть в атаке, то, конечно же, атаку ХП качайте. Вдруг вы его будете использовать в команде обороны, то, конечно же, хитпоинты и броню вкачивайте по эмкам. Поехали. Его ультимейты непосредственно. Это взрыв интеллекта. Это, реально, сам Имхотеп, это на самом деле взрыв интеллекта. Лично для меня был. Так. Скорость маны низкая. Хорошо. На самом деле ничего хорошего, это сразу в современных реалиях минус пару баллов к оценке этого героя. Низкая скорость маны, это, как вы понимаете, с артефактом на ману, с отрядами на ману. Это 10 камней, ребята, 10 камней собрать. Это очень-очень долго в наше время, поэтому не зачет за скорость маны. Может он там что-то такое будет делать хорошее. Наносит 350% урона 2 случайным врагам. Слушайте, хорошо. Бьет-то вроде как больно. Хотя, давайте прикинем, есть старый герой Ангербода. Она бьет двоим по 400. Ага, а у нее еще, кстати, заряд с прорывом с 5 камней. А здесь урон меньше, и заряд ровно в 2 раза больше. Ладно, неудачный пример, наверное, привел. Слишком рано мы делаем какие-то выводы. Он бьет по двоим 350. В принципе, нормальный урон, да? 700% урона приходит. Правда, скорость маны низкая. Ладно, идем дальше. Если здоровье заклинателя ниже 50%, включая 50, то наносит 350% урона 4 случайным врагам. Ух ты, слушайте. А ведь это получается, что 1400 урона влетает в врагов. И, это очень больно, учитывая, что у него показатели статов-то на атаку очень хороши.
Подождите. Получается, что если здоровье заклинателя ниже половины, то есть, получается, нам нужно сначала как-то зарядиться, потом каким-то непостижимым образом, чтобы сошлись все карты, чтобы нас побили враги, но не больше, чем до смерти, но и не меньше, чтобы наполовину. И только тогда мы, получится, сможем ударить по 4, да? Ага, ну ладно, может там дальше что-то будет действительно такое интересное, хорошее. Урон, нанесенный врагам, снижает их максимальное здоровье по сравнению с... по сравнению с... Блядь, эти переводчики просто... кино водил. Короче, просто срезает максимальный показатель по хитпоинту на 150. Да. И, естественно, этот показатель нельзя срезать ниже 30% от максимального здоровья. Что там опять у локализаторов не получилось, не знаю. Штучка, наверное, переводит на штучный интеллект. Ну окей, он типа срезает макс хпшку. Это хорошо. У получивших урон врагов снижается скорость регенерации маны на 22%. Длится 4 хода. Ага, то есть мы еще и срезаем генерацию маны. Слушайте, ну это прикольно, это хорошо. Это интересно. Тем более на 4 хода. Круто. Герой получает плюс 50% защиты против особых навыков на протяжении 4 ходов. Ага, то есть он лично в единоличном варианте, значит, получает этот баф. Ну, а зачем? А зачем? Ему же надо постоянно страдать и иметь меньше половины хитпоинтов. Ну ладно, ну хорошо. Ну и имеет он эту защиту, окей. Пробужденная стихия дает всем союзникам стихии святыни плюс 5% атаки, 5 защиты. Круто, на 6 ходов, реально, слушайте. Ну это отличный баф. Это отличный баф, который будет положительно сказываться на нашем ультимейте. Мы будем бить очень больно. Ну типа второй раз уже, да, когда мы будем бить, это будет очень больно. Хотя подождите, второй раз на низком герое? Мы будем бить второй раз на низком герое? Так сейчас вроде же не 2020 год. Это ж невозможно. Ну или только если мы будем нумизматика использовать в нашей команде. Нумизматик не у всех есть. Ну окей. Хорошо. Да, получается, что... Что получается, ребят? Получается, что давайте мы пойдем в рейд и попробуем собрать... О, нормально. Данте, причем попробуем собрать 10 камней. Да и посмотрим, как он будет бить. Это, блядь, под защитой. Окей, давайте найдем, ну, чисто ради интереса Данте будем искать. Я-то уже его находил, я знаю, как это все будет работать, но чисто ради прикола посмотрим, как он будет работать против Данте. Если нам, конечно же, дадут его найти. Хорошо. Героем я поиграл, ребята, грубо говоря, там, ну, пару часиков. Скажу честно, ну, я его даже подкачал, видите, чуть там. Ну, просто жалко ресурсы на него тратить. Хорошо. Ну, Данте можно, пожалуйста? Пожалуйста, Данте мне. Чисто для того, чтобы, ну, как бы поиграть против современной меты, против современной имбы. Ой, блядь, это самый популярный герой Данте в мире сейчас. И его невозможно найти в рейдах. Очень интересно. Круто, ребята. Да пошел он, короче, в жопу. Давайте просто против кого-нибудь пойдем. Это искать, слишком долго искать, ребята. Я вам скажу, как работает Имхотеп против щитков Данте. Значит, он сначала наносит урон. Этот же урон он срезает сразу целям потолок по хитпоинтам. И после этого щитки Данте перекидывают на нас замедление по регенерации маны. Вот. Поэтому, если вдруг вы ультанули в 4, то есть вероятность снять 4 щитка с врагов. Ладно, давайте посмотрим. Слушайте, у нас просто столько камней. Я в жизни не видел столько камней. Ну, поэтому давайте их соберем. Мы здесь Имхотепа зарядим. И зарядим, возможно, даже раньше, чем
он умрет. Вы посмотрите просто. Если сейчас еще и в МХТ ультанут, слушайте, так это просто мечта. Он там причем уже отличился, если вы заметили. Он отличился. Это просто мечта, потому что мы сейчас будем бить в 4 цели. Блин, да я сколько наиграл этим героем, это ж просто невозможно было его удержать на потолке меньше 50%. А сейчас, вы посмотрите, просто он ультанул в 4, нанес урон, и при всем при этом, вот видите, подсрезал полоски жизни максимальные и как бы замедление по генерации маны наложил на врагов. Ну, прикольно. Что делать дальше? Абсолютно непонятно, потому что, ну, второй раз зарядить этого героя, это что-то из рода невозможного, из рода фантастики. Соответственно, ну, я его качать дальше не буду в любом случае, потому что нету смысла, ребята, нету смысла. Если его сейчас убьют, то это будет хорошо, но его пока не убивают, да и ладно. Я просто буду выходить из боя. Мы посмотрели, как он работает, как работает его ультимейт. Все. Ну, этот герой на большее не заслуживает. Давайте смотреть, значит, куда мы можем использовать этого персонажа. Чисто теоретически, конечно, мы бы могли его использовать, знаете где? Нигде. Просто нигде. На Титане нам нужно иметь меньше половины жизни, чтобы он работал в полную силу. На мифическом Титане нам нужно, чтобы он был побит наполовину, чтобы работал в полную силу. А для этого нужно, чтобы нас ударили, потом только он сможет ультить нормально. Вообще, знаете, поймался я на мысли, что было бы прикольно, если бы в игру завезли какого-то героя с уникальной механикой по передаче хитпоинтов. Это было бы очень интересно. Вот, например, да, какой-то условный чувак берет и с одного нашего персонажа забирает жизни и передает их нашему другому персонажу. Вот тогда это было бы интересно. Мы бы условно с МХТ одолжили его хитпоинтики половинку, передали бы там какому-то нашему, не знаю, саппорту, неважно кому, и тогда бы МХТ работал. Ну, такой механики, к сожалению, в игре нет. Карма, вот вам идея бесплатная, не благодарите. Вот, поэтому, ну, Титаны нет, ребят. На ивентах нет. Ну, потому что нам нужно страдать до того момента, пока мы не получим меньше 50% хитпоинтов. На войнах нет. Потому что он низкий, ребят. Потому что ему нужно умереть почти, чтобы он начал работать в полную силу. Поэтому нет. Единственное, где возможно его бы было интересно покатать, это, наверное, на турнирах быстрых, на быстрой мане. Там можно его поставить где-то, ну, условно там на плече или даже в центр. И на турнирах без отхила. Там я бы его даже по приколу чисто поставил бы в центр. Там он точно не будет лечить. Я вам скажу честно, что вот эта пассивка, это просто помойка для него. Ему нужно умирать постоянно для того, чтобы нормально бить. Но эта пассивка срабатывает тупо постоянно, и он сам себя лечит. Я вот когда его тестировал, просто это такие затяжные бои были. Я целенаправленно ждал, пока меня будут бить. Но у меня били, а этот мудила, он лечится и лечится, и лечится, и лечится. И ты этого заряда держишь на ульту, а он лечится, мудак, и лечится. Накладывать на себя потом еще, блин, защиту от ультимейтов. Нахрена просто. Ребята, вот единственное, где его бы использовал, это, наверное, только на каких-то узконаправленных туриках. Чисто вот без отхила или там, на быстрой мане. У меня сложилось впечатление, что когда было собрание у Кармы и там геймдизайнеры обсуждали этого героя новенького, просто тот человек, который вел протокол, он вот в пункте «Есть здоровье заклинателя», вот, да, и дальше, он просто перепутал слова «ниже» и «больше», «меньше», «больше», и из-за этого они хотели выпустить какую-то новую имбушку, которая бы, возможно, даже стала в центре команды обороны, поменяв в
цвет полностью. Но чувак написал ниже 50%, и это все сломало. Потому что реально, если так призадуматься, если бы нам нужно было больше 50% держать, то и под это и пассивка хорошо работала. Под это и работала бы хорошо часть ультимейта, где он навешивает на себя баф. И он бы бил постоянно. Но это реально была бы имба, которую все хотели бы поймать. И реально даже поставить в центр. Вы просто вспомните центра там с ангрисами, которые были реально ссыкотные. Этот чувак бы стал реально в центр, в крайнем случае на плечо. И он бы просто давал пизделей всем налево и направо. Он бил бы очень больно. И это было бы круто. Но у него часть ультимейта, которая заключается в том, чтобы отстрадать. Сначала зарядиться непонятно со скольки камней, а потом еще и дождаться момента, чтобы он был полудохлый. Только потом мы сможем ударить, так как это изначально хотелось бы. Естественно, мы можем отыгрывать от того, что есть. Например, и при заряде, вот этом каком-то сказочном, бить по двоим 350. Ну какой, блин, нахрен в этом вообще смысл? Если у нас есть ангербода, которая с 5 зарядится и ударит 2 по 400. Ну, смысл? Да нет его, ребята, нет. Имхотеп, он приходит с миром и сейчас уходит с миром. От меня это 4 из 10. Это вообще ни рыба, ни мясо. Я вообще не понимаю, зачем этого героя выпустили. Или у него реально здесь, ну, без шуток, ошибка в описании и ошибка в механике работы. Или это просто такое, знаете, прикол от кармы. Мы вот дадим вам героя, который, ну, просто говно, но он будет героем месяца, и он будет падать всем вообще подряд. Ну, вы там его на эмке разбирайте и делайте ему эволюцию просто для коллекции. В современных реалиях, в современной мете этот персонаж, он, ну, не жилец. Просто не жилец, даже если бы я его там, допустим, вкачал и использовал в теории в тапке с Маририт, чтобы он заряжался, он наверняка зарядится очень быстро. Так он же будет бить по твоим, потому что, блин, нам еще нужно как-то сдохнуть на 50%, чтобы он раскрыл себя. Ну в чем суть, в чем суть? Вот, ну просто сделайте имбу, сделайте, блин, чтобы он ультовал по 4, если у него больше половины хитпоинтов. Это было бы круто, это герой заиграл бы просто даже с низкой скоростью маны. Это была бы охеренная тема. Ребят, а так, это 4 из 10, это что-то несуразное, какое-то говно просто. Извините меня, не ловите, не качайте. Ну, герой реально бесполезный. Серьезно. Ну, если поймали, то оставьте. Возможно, там через несколько лет на него будет какой-то прорыв. Или вдруг там разрабы поймут, что они где-то впороли косово и переделают его механику. В чем я очень сомневаюсь. Ну, а так, ну, не тратьте ресурсы, честно. Это... Чувак просто, пускай идет с миром, ребята, пускай идет с миром, а я же нам пожелаю всем мира в реальной жизни. Вот, потому что реальная жизнь это лучше, чем Имхотеп, это 100%. Вот, на этом все, вот такой вот был обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте это видео и всем удачи.